Дорогие мои, гордон обязательно будет. Я не могу просто отказать себе в удовольствии разобрать на запчасти его лицо. Обязательно. Не знаю когда, но я вам обещаю. Сырский с Драпатым тоже будут. Вы не зря голосовали. То есть ваши усилия нажать на кнопку «Проголосовать», они не пропадут даром. Но сегодня тот, кто выиграл голосование, это наш национальный герой на данный момент, Михаил Федоров. Поэтому сегодня я знакомлю вас с характеристиками его личности, которые читаются на его лице. А вы будете делать уже, естественно, свои выводы и будете более грамотно относиться к нему как к персоне, как к человеку. Возможно, что-то для вас окажется новым, и я жду от вас обратную связь, я жду от вас реакции, комментарии и все, что вы на этот счет думаете. Эх, за время каникул я не переставала анализировать лица, но немножечко отвыкла писать видео. Я надеюсь, что мы не будем сегодня сидеть очень долго, хотя лицо Михаила Федорова, оно достаточно интересное, оно оказалось немного сложным в анализе, ну, потому что много характеристик. Но давайте мы пройдемся буквально, я себе выписала буквально 9 характеристик, хорошо? Значит, мы сегодня с вами рассмотрим лоб, брови, глаза, нос, уши, рот, нижнюю челюсть, подбородок и линию волос. Готовы? Тогда мы начинаем. Я Лизавета Царькова-Голофаст, тренер по гимнастике для лица и практикующий физиогномист. Сейчас вы находитесь на моем канале, и я вас приглашаю подписаться и продолжать следить за моими новостями. Мой канал посвящен в большинстве случаев как раз теме физиогномики. Физиогномика – это метод визуальной психодиагностики. Я читаю лица и составляю психологические портреты личности, исходя из черт лица, каждая из которых обозначает какую-то человеческую характеристику. О том, каким образом люди используют свои характеристики и проявляют их во внешней жизни, это уже второй вопрос, но часто мы говорим об этом в моих видео. Пожалуйста, у меня есть плейлисты, в которых я делаю физиогномический анализ очень известных мировых лиц, включая политиков и не только. Вы можете отдельно посмотреть, получить там какие-то знания для себя полезные и удовольствие. Вот также по среду у меня выходит материал на тему красоты и здоровья. Я как тренер по гимнастике для лица, да, техники естественного омоложения, я хотела сказать. Вот также я автор обучающего мини-курса, который называется «Опасные мужчины». Вот здесь можно о нем послушать. Это для женщин, да, мужчинам не смотреть. Это для женщин, которые находятся в поиске партнера, либо для женщин, которые хотят подыскать партнера для своих подруг, которые до сих пор не замужем. Вот это все. Теперь все это есть у меня в шапке профиля, все доступы, все. В крайнем случае вы просто пишите мне и задаете вопросы, на которые я всегда отвечаю. Так, поехали по Федорову. Я обещала, лоб высокий, смотрим фотографию, лоб у него высокий, мы видим, он среднескошенный, и мы видим эвристические залысины. То есть вот это вот место, он их тщательно скрывает, у него есть на это, поверьте, свои причины. Вот. О чем это говорит? Мощный интеллектуальный потенциал. Мощный интеллектуальный потенциал. И я думаю, вы все знаете, каким образом он его использует. Потому что Михаил Федоров – это украинский государственный деятель, IT-предприниматель, бывший министр обороны Украины. Он возглавил Министерство цифровой трансформации нашей страны. Именно для этого он использует свой интеллектуальный потенциал. Вот. А также он создал экосистему государственных услуг ДИА. Даже для меня сложно это выговорить, а он ее создал. То есть о мощности его интеллекта можно, в принципе, больше не говорить. Все очень понятно, потому что мы видим это в реализации, то есть как он это все реализовал. Да, каждый в своем смартфоне видит. Вот. У него хорошая социальная адаптация, то есть он очень хорошо адаптируется в социуме, понимает, что происходит, это важно. А также, вот что такое высокий лоб? Это алгоритмы, это схемы, это причинно-следственные связи, это способность, вот знаете, как мозг, как машина, способность просчитывать варианты. И почему я сказала про эвристические залысины? Он способен решать задачи нетрадиционным способом. Да, выходить прямо за рамки.
быть нестандартным. У него взгляд, у него видение вообще со стороны, и он это также реализовывает. В принципе, для примера я могу привести анализ лица Маска, который вы просили вот здесь посмотреть, который вы так просили, и никто не посмотрел. Как бы Илон Маск не сильно далеко ушел от нашего Федорова в этом отношении. Я там про эвристику очень много говорила, здесь останавливаться не буду. Смотрите, следующий маркер номер 2. Брови. Обратите внимание, какая низкая посадка бровей. То есть это брови человека, который заботливый, это брови заботливого человека, первое. И это брови человека, который погружается глубоко в решение проблемы, в решение вопроса. И это один из маркеров реально ответственности. То есть он вникает, он вникает в ситуацию, он вникает в проблему, он вникает в вопрос. И он работает с вот этим всем. Угу. Далее. Маленькие прищуренные глаза. Но я бы не сказала, что это не самые маленькие, но это маленькие, ну, достаточно маленькие прищуренные глаза. Что говорит размер глаз? Прежде всего о том, что в этих глазах нет иллюзий. Человек воспринимает реальность такой, какая она есть. Скажите, пожалуйста, как вам иметь в нашем аппарате управления стороной человека без иллюзий, без фантазий? Да, он интровертен, да, он вот этот прищур, он смотрит в цель и он видит цель. Он собирает информацию, он склонен скорее к скрытности. И отсутствие развитого говорильного резонатора говорит о том, да, вот этой вот частью подбородка, что это не тот, который будет много болтать, это тот, который будет собирать информацию и хорошо ее прорабатывать, анализировать, оценивает и молчит. Вот, оценивает и молчит. Далее, нос. Нос средних размеров прямой. Обычно мы тоже говорим, что это такие носы, присущие алгоритмичным очень людям. Вот, тонкий кончик, и я не зря на обложку этой записи вынесла тонкий кончик носа. Да, Михаила Федорова. Сейчас я вам немножечко расскажу об этом. Форма и пропорции его носа говорят о том, что он может быть как хорошим администратором, но в широком значении этого слова, не в узком, так и хорошим предпринимателем. То есть у него есть вот это предпринимательское начало, выгодно-невыгодно. Насколько это может быть выгодно, насколько это может быть что-то, что он хочет делать, да, очередной проект, насколько он может быть практически применим в той ситуации, в которой его будут реализовывать, в которой его будут внедрять. Выгодность, нужность какого-то проекта. Вот он такой. Понимаете? То есть не разрабатывать проект ради того, чтобы потешить своего эго, которое у него нет цели потешить свое эго, поверьте мне. Мы к этому еще дойдем, если вы досмотрите до конца. Вот. Насколько это будет выгодно, насколько это будет иметь прямое практическое применение и принесет пользу людям. Это важно. А тонкий кончик его носа говорит, знаете о чем, да? Кто-то уже догадался? То есть носы картошкой, такие прямо вот такие вот мясо, прямо вот такое мясистое. А у него, смотрите, какой. Это говорит о том, что он выуживает нужную ему информацию. Он достает, он находит, он добывает очень тщательно, очень планомерно ту информацию, которая ему нужна для работы. Ну и вообще. То есть этот человек, который добудет информацию, вы даже не заметите. И это не будут прямые допросы, нет. Это будут другие вещи, да, это будут другие механизмы. Далее, средние уши. Размер ушей у него средний, они ближе скорее к маленьким, вот, и ближе скорее к круглым, то есть он очень ситуативный. Задачи, вот ситуативность – это решение задач на текущий момент. Однако, если мы заметим, у него правое ухо, оно сильнее прижато, левое чуть-чуть оттопырено. Вот прижатость ушей, а правая сторона, как вы помните уже из моих множественных видео, отвечает за наше положение дел, за нашу ситуацию на рабочем месте, в бизнесе, в сфере профессиональной реализации. Прижатость уха говорит о быстрой реакции, о быстроте. Вот он быстро реагирует на ситуацию, быстро принимает решения, быстро их внедряет. То есть это не тот, который будет сидеть, страдать там месяцами, годами, делать, не делать, выпускать, не выпускать. Сориентируемся, мы помним, да, его лоб, социальная адаптация. То есть
он способен в среде адаптироваться быстро. Ага, он поймал, что-то происходит не так, что-то меняется, и он реагирует очень быстро. То есть у него от идеи до действий проходит очень короткий промежуток времени. Конечно, всегда это зависит от сложности идеи, но это не тот, который будет ждать годами у моря погоды, поверьте мне. Вот, реакция на изменения в горизонтальном поле, а он работает в горизонтальном поле. Далее, род. Обратите, пожалуйста, внимание на его род. Я бы для сравнения предложила вам, вот знаете, как, чтобы прямо вот так хорошо сравнить, я бы предложила вам посмотреть видео про Олли Пирсона. Вот здесь можно посмотреть. Олли Пирсон – это британский подросток, ему 12 лет, и у него огромный род, вот огромный. Это амбиции. Олли Пирсон на данный момент уже шикарно играет на гитаре, пилит классику мирового рока, и плюс у него, кроме этого занятия, существует еще несколько направлений, то есть он является там, лицом гитар Гибсон. Ну, в общем, вот я о чем хочу сказать. Большой род – это всегда про большие амбиции. Просто на Олли Пирсоне гораздо легче это понять как пример. Но, естественно, родителям посмотреть, куда смотреть, да, куда смотреть на своих детей. Точно так же я могу предложить вам Цукерберг с Дуровым. Тоже вы посмотрите сравнительный анализ это 2 лиц, потому что у Марка ротик тоже амбициозный, да, если присмотреться. И кого я еще? Хорхе Фернандес – это бывший политический деятель Испании. Господи, бывший министр полиции, что-то такое, я, честно говоря, уже не помню. Посмотрите вот здесь этот разбор и обратите внимание на величину его рта. Я говорю об этом здесь не случайно, потому что у Михаила Федорова рот небольшой. Он, я бы сказала, даже по пропорциям, если он не улыбается, да, а когда он серьезен, у него рот скорее маленький. Маленький рот – это избирательность. То есть у него нет цели загарбать, схватить, затащить и поглотить все. Отсутствует напрочь. Нету. Маленький рот – это избирательность. Это он будет выбирать, с чем он будет работать, над чем он будет работать, с кем он будет работать над своими проектами. Это очень избирательный человек. Губы у него скорее тонкие, то есть он фильтрует все через проверку факт, не факт. Является ли эта информация фактом или это фейк. Да, и поверьте, устраивать скандал ему вообще бесполезно, потому что он не воспринимает повышенные эмоции, вот эти вот все какие-то эмоциональные качели, он это все не воспринимает. У него вообще другой подход восприятия информации. Я вообще думаю, что он цифровик по типу восприятия информации, потому что визуальная составляющая у него очень маленькая. Вот, сказала, да, это важный факт. Значит, маркер номер 7, нижняя челюсть. Смотрите, нижняя челюсть у него очень интересная. С некоторых ракурсов она выглядит как мощная, но если мы внимательно посмотрим на пропорции, она скорее что-то между средней и достигаторской. Скажем так, в переговорах он склонен гнуть свою линию, настаивать на своем и добиваться того, чтобы приняли его условия. Это не тот, у которого будут переговоры о переговорах и ради переговоров. Он очень хорошо, у него целеполагание вообще отличное, понимание ситуации чудесное, и он будет на переговорах пробивать свою линию. Вот. Но, смотрите, вспоминаем, что он ориентируется на обстоятельства и быстро на них реагирует. Далее, 9-й маркер – это подбородок, о котором я уже сказала, что у него не развит говорильный резонатор, потому что он не оратор. Он не оратор в том плане, что большую часть времени он проводит в разговорах. Нет. Обратите внимание, у него есть вот эта морщинка почти под губами. Мы ее называем, ну как, эта конфигурация вот этой морщины на подбородке называется морщина правды. Это условное название, просто для того, чтобы вы легко восприняли. Это человек слова. Это обязательность. Он сказал, он сделал. Он сказал, он сделал. Вот, то есть там не будет, опять-таки, да-да, нет-нет, вот этих вот каких-то бесконечных сомнений. Там есть сомнения, поверьте, у людей с высоким лбом всегда есть сомнения. У меня они тоже есть. Вот. Но, тем не менее, если он говорит, что он это сделает, он это сделает. Просто, возможно, не так быстро, как мы можем ожидать. Либо быстрее. Вот. И последний маркер, который мы на сегодня рассмотрим, это
линия волос. Обратите внимание на его прическу. Я пересмотрела множество материалов, и у него она прямая. То есть он себе стрижет так хитро, чтобы она или выглядела прямой, или была прямая. Но если она у него правда прямая, потому что нет ни одной фото, где он там очень-очень короткие волосы. Если она у него прямо правда прямая, это говорит о том, что он готов работать на общую идею, он готов, и он, как сказать, настроен служить для общего блага. То есть, выражаясь другими словами, он не пришел в эту деятельность, на эту должность, туда, куда он пришел, для того, чтобы потешить свое эго и реализовать свои эго-амбиции. Кого бы так вспомнить, я, честно говоря, и не помню. Фейхоа, но я его разбирала на Фейсбуке, этого видео нет. В Испании есть тоже политик, который пришел в политику исключительно для того, чтобы реализовать свои эго-амбиции. Фейхоа, не помню я его имени, я такой специалист в политике. Вот. Меня интересуют, да, характеристики людей, как они есть. И сейчас вот мы с вами, да, прошлись по лицу, по чертам лица Михаила Федорова. Вы можете сделать выводы самостоятельно. Давайте я еще раз перечислю все характеристики его личности, то есть это его базовые настройки. И жду ваших комментариев. Поехали. Мощный интеллектуальный потенциал, способность находить очень нестандартные решения, склонность к алгоритмам, схемам, мозг как машина. Далее. Глубокое погружение в ситуацию и ответственность, вот, включенность в вопросы, ответственность в решении вопросов. Без иллюзий, человек без иллюзий. Целеполагание очень развито. Он хорошо видит и понимает свою цель. И да, он считает в какой-то степени, что он знает больше, чем все могут об этом догадаться. Это факт. Это факт. Потому что сбор информации и удержание для себя. Вот. Практичный подход, а будет ли это выгодно, а будет ли это иметь практическое применение. Да, если мы помним, он как создатель DIE, вот это практическое применение, это было очень выгодно всем, прежде всего. Вот, смотрит точно в цель, оценивание и молчание, то есть он не трендит на каждом повороте, что будет. Вот. Далее, быстрая реакция на задачи, на меняющуюся ситуацию, быстрая реакция от слов к делу. Вот. Что еще? Избирательность. То есть не схватить все, что только можно, а выбрать что-то одно и качественно его проработать. Склонность бить в одну точку на переговорах, гнуть свою линию, настаивать на своем. Вот, человек слова делает, что говорит, и ему, правда, можно доверять. То есть народ его не просто так любит. Для этого есть все основания. Но если, возможно, большинство людей делают какие-то свои выводы о человеке на основании какого-то собственного восприятия, то я делаю выводы о человеке на основании тех характеристик, которые проявлены через черты его лица, потому что я физиогномист. Вот. Итак, желание и настрой служить общей идее на общее благо. Я благодарю вас всех за ваше внимание. Я жду ваши ответы. Возможно, я что-то пропустила. Вот. Я жду ваши ответы в комментариях. Поэтому давайте продолжать взаимодействовать. Делитесь этим видео. И спасибо вам за ваше участие. Я рассчитываю на какую-то обратную связь с вашей стороны. И очень-очень скоро увидимся. Как я пообещала в начале этого видео, у меня по плану стоят Гордон и Драпатый с Сырским. Поэтому подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной, чтобы не пропустить эти новости. Обнимаю всех!